Эта история началась еще 25 лет назад. Тогда я не знал, кем стану, где окажусь и как сложится моя судьба. Но именно тогда во мне появилось чувство, что мир может быть совсем другим. И однажды это чувство приведет меня в США. Это история о переменах, о страхах, о решимости и вере в себя. И, возможно, о том, что значит найти свой путь. Никита! О, Еще, как сказали, выходить. что это? Это кто идет? Это Никита идет. О, Моя тяга к переменам началась еще в детстве. В 12 лет я впервые оказался в США. Наша бейсбольная команда поехала на сборы в Майами. Для меня все было новым и невероятным. Безлимитная газировка в Бургер Кинг, холодный чай в банках, такой я видел впервые. Даже люди вели себя немного иначе. Помню, как однажды менеджер отеля застал нас за странным занятием. Мы разбивали зажигалку об стену. В России за это нас точно бы отчитали и наказали, а он отвел нас в игровую комнату, дал мешок монет и сказал: «Идите, играйте». Это был настоящий культурный шок. Почему нас не наказали? Эпизод казался мелочью, но врезался в память. Он показал, мир может быть совсем другим. Привычное не значит единственно верное, а новое и непонятное не обязательно опасное. Тогда я впервые осознал, жизнь может быть иной, и я захотел это испытать. Когда появилась возможность участвовать в лотерее Green Card, я понял, это еще один шанс к переменам. И отказываться от него было бы все равно, что закрыть глаза на целый мир. Забавно, но за всю жизнь мне повезло всего дважды. Первый раз лет в 13 я выиграл в конкурсе Доктор Пеппер. Помните этот напиток, похожий на колу? Призом был радиоприемник в форме банки. Второй раз в 35, и тогда это уже была грин-карта. С этого и началась новая глава. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Mm.
Откуда вообще берется это желание переехать? Другой район, город, страну. Иногда кажется, что это инстинкт, кочевники же когда-то тоже не стояли на месте. Или, быть может, мы просто пытаемся убежать от чего-то. Я рос в Москве, в самой обычной семье. Мы не были богаты, но и бедными тоже. Я катался на скейте, зависал с друзьями, потом в мою жизнь пришел компьютер, и все изменилось. С 12 лет я сидел за ним днями напролет. Учил английский, учился сводить музыку, ковырялся в дизайне и фотографии. Там же впервые наткнулся на историю про лотерею Green Card. Не могу сказать, что мы жили плохо, наоборот, скорее даже хорошо. С женой путешествовали, деньги были, базовые потребности закрыты. Но внутри сидело то самое чувство еще с конца 90-х, что мир он может быть другим. Совсем другим. И чем дальше, тем яснее становилось. Политическая ситуация в России скатывается, и в какой-то момент будет просто поздно уезжать. Годы шли, я взрослел, но мысль о переезде не отпускала. Снаружи все выглядело прилично. Работа, дом, рутина. Но внутри было ощущение, что это не жизнь, а что-то вроде затянувшегося спектакля. Все красиво, но не настоящее. Ты можешь делать вид, что ничего не происходит, но реальность рано или поздно догонит. И чем дольше отворачиваешься, тем больнее встреча. Особенно это стало заметно в последние годы. Планировать что-то дальше пары месяцев стало невозможно. Потом и вовсе дальше пары дней. И вот в этот момент я понял, если не решусь сейчас, потом будет слишком поздно. Наверное, главная причина желания переехать и что-то изменить — это поездка в США. После поездки в США я понял, что может быть по-другому. И эта поездка не выходила у меня из памяти, и я всегда думал о том, что может быть по-другому, все может быть по-другому. И, наверное, у меня и была какая-то тяга к новому. Хотелось не только пожить в другой стране или что-то изменить, но и на каких-то бытовых уровнях. Я всегда преследовал цель что-то пробовать, менять подходы, действовать по-другому, ходить по-другому, на работу, не знаю, менять маршруты, менять работу. И я постоянно чему-то учился, что-то пробовал, всегда чем-то занимался, интересовался. И, наверное, в каком-то смысле это тоже повлияло, поскольку мне не так страшно что-либо менять или пробовать что-то новое, или менять подходы. Поэтому я не оставлял мысль о том, чтобы переехать, не обязательно в США. Я всегда помнил ту поездку в 12 лет,
и то, что может быть по-другому. После этой поездки, конечно же, произошло многое. Мне тогда было 12 лет. Я понимал, что в России все меняется, и меняется не к лучшему. Я не верил, что будет лучше. И я понимал, что что-то надо менять. И я не любил никогда. Меня в чем-то ограничивают. Я не могу пользоваться какими-то сервисами. Понятное дело, это не всегда так было, но тем не менее я всегда чувствовал, что жизнь немного проходит мимо. Будь то события, концерты, какие-то вещи, продукты, сервисы и так далее. В последнее время это уже более остро чувствовалось, но тем не менее я всегда это ощущал. Было ощущение, что я немного не в своей тарелке. Возможно, потому что я рос на зарубежных фильмах, зарубежной литературе. Я интересовался дизайном, музыкой и другими вещами. И информации на русском было мало, поэтому я читал ресурсы, статьи методом тыка, но мало-мальски я как-то начинал понимать английский и потихоньку его учить. И я понимал, что нужно переезжать. И не обязательно в Америку, на тот момент не было конкретной цели переехать в США, но было желание переехать в целом куда-нибудь. У нас была попытка переезда, мы переехали на Кипр, прожили там недолго, около 4 месяцев, можно сказать, бежали оттуда. Не понравилось, но мы понимали, что весь мир не Кипр, и возможно, в других местах нам понравится больше. Поэтому я постоянно изучал, смотрел блоги, читал статьи о жизни в других странах. Мы периодически тоже смотрели чьи-то блоги и пытались понять, где лучше, куда лучше переехать. Я искал работу за рубежом. Не сказать, что успешно, но были офферы в Испанию, в Норвегию. Но в какой-то момент мы поняли, что мы все-таки хотим в США и что нам не нравятся другие страны, по крайней мере, в данный момент. И поэтому мы целились именно на США. Еще задолго до этого я узнал про лотерею Green Card, участвовал в ней на протяжении 10 лет. Мы играли. Каждый год я подавал заявку, и заполнял анкету. И мы уже особо не верили, но как на автомате мы подавали документы, фотографировались. У нас есть папка, где можно отследить хронологию подачи наших анкет и как мы менялись. Подавали мы уже на автомате, не особо веря, что что-то получится. И спустя 10 лет мы выиграли. Я понимал, что мне чего-то не хватает в жизни в России. Да, все было нормально, у нас были деньги, мы путешествовали, правда, преимущественно по России, но тем не менее. И в целом все было хорошо, жаловаться не приходилось, но у меня было ощущение, что я не в своей тарелке. Не знаю, какое-то странное ощущение, что жизнь проходит мимо меня, хотя в целом у нас была насыщенная жизнь, мы путешествовали, постоянно куда-то ездили по выходным, у нас была машина, проблем не было. Время проводили интересное, но было ощущение, что, во-первых, поезд уходит, и мы можем не успеть последний вагон, и в целом время летит быстро, и надо что-то предпринимать. В последнее время, естественно, это все усугубилось. А с появлением сына я понял, что я не хочу, чтобы он пошел в 1 класс в российскую школу. Забегая вперед, не совсем удалось реализовать этот план. Все-таки 1 класс он отучился в России, но зато есть чем сравнить обучение здесь, в США, и в России. Ощущение, это ощущение, что где-то есть место, где все по-другому. Понятное дело, что также есть зеленая трава и голубое небо. Оно все равно по-другому. Оно не покидало меня с тех пор, как я съездил в эту Америку. И я понимал, что это по-другому проходит мимо меня, что ли. Что возможно, я просто привык к тому, как это устроено в России, и мне это наскучило. Возможно, поэтому. И мне хотелось посмотреть и от первого лица почувствовать, что это такое жизнь за границей, в частности, США.
Поэтому мне хотелось понять, как оно устроено, как устроена жизнь в других странах. Понятное дело, ты можешь посмотреть блоги людей, то, что они рассказывают, пообщаться, послушать. Но проблема в том, что все люди воспринимают происходящее через призму своего опыта, своих каких-то ошибок, целей и приоритетов, и оно очень редко сходится с твоими взглядами на жизнь. Ну, когда тебе об этом говорят, не очень понятно, но когда ты сам уже переезжаешь, ты понимаешь, о чем речь. Мы понимали, куда ехали. Я морально был готов в целом ко всему. И, наверное, вот эта рутина и мои какие-то поиски лучшей компании для работы, какой-то поиск правды, надежды на светлое будущее и все прочее. Наверное, все это и отразилось на том, что желание переехать было все больше и больше. И, наверное, пока ты сам не съездишь, не поживешь, ну, хотя бы полгода-год, да, ты не поймешь. Ни один рассказ не отразит всю реальность, скажем так, происходящего. Это всего лишь рассказы. Поэтому мы играли в лотерею, мы изучали форумы, смотрели влоги, пытались понять, куда мы можем переехать, общались с людьми, узнавали, что происходит в той или иной стране, как им нравится, не нравится, как они вообще переживают иммиграцию. А как бы иммиграция — это довольно стрессовое мероприятие, кто бы что ни говорил. И те люди, которые оставляют позади все и едут в неизвестность, а уж если они не знают языка, я вообще не представляю. Это очень и очень тяжело. Это огромный стресс. Не зря кто-то, я слышал, говорит, что миграцию можно сравнить с потерей близкого. То есть стресс, который испытывает человек, он сравним со стрессом, когда он теряет кого-то из близких. В целом, да, наверное, я могу согласиться, но то, что это не просто, это точно. Моя главная цель была, это чтобы переезд был для семьи наименее болезненный, и чтобы помимо стресса от вообще переезда и иммиграции у нас других стрессов не было, и мы не мучились от того, что у нас снизился уровень жизни или нам приходится мириться с чем-то, где-то экономить и так далее. Где-то с 2020 года я работал исключительно на иностранные компании, поэтому я более-менее понимал рынок, понимал подход их к работе, как они работают, в чем особенности и так далее. Можно сказать, готовились мы заранее. Я работал удаленно уже с 2019 года где-то, жена фотограф, и в целом мы не были привязаны к месту, нам не надо было ходить в офис, и в этом плане было все довольно просто. Как бы для меня в целом, как я люблю шутить, поменялась только обстановка, а так я также сижу за компьютером. Поэтому мы в целом были готовы, потому что мы оба знали английский, у нас не было привязанности к месту, и, наверное, сейчас я понимаю, что мы задолго уже до самого переезда к нему готовились, даже не зная об этом. Осталось подготовиться только морально. Наверное, это тоже повлияло на желание переехать. Оно, наверное, далось легче, чем могло бы, если бы мы, допустим, работали в офисе и не знали языка. И плюс у нас был, хоть и небольшой, но опыт переезда в другую страну, Кипр. Мы уже были морально, так скажем, готовы. Понятное дело, что одно дело быть готовым, а другое дело встретиться с реальностью, но тем не менее. Мы понимали, что поезд уходит, и мы можем просто не успеть последний вагон, а в связи с последними событиями он стремительно начал, скажем так, отправляться со станции. И мы понимали, что мы можем просто не успеть. Горизонт планирования от, наверное, нескольких месяцев сократился до нескольких дней, потому что вообще непонятно было, что будет завтра и что вообще происходит. И вопрос о переезде стал как никогда остро, и мы думали, куда переезжать.
Нам ведь всем рассказывали одну и ту же историю, правда? Выбери нормальную профессию, устройся на стабильную работу и держись за нее. Но вот что интересно, вы замечали, как быстро сейчас меняется мир? Работы, которые считались востребованными 5 лет назад, уже уходят в прошлое. Их заменяют новые, о которых мы раньше и не слышали. И в этом хаосе людям предлагается просто выбрать один путь и держаться его всю жизнь. А что, если стабильность — это не мечта, а враг? Ведь как только ты чувствуешь себя в безопасности, очень легко перестать расти. Но с другой стороны, без какой-то уверенности как вообще возможно развиваться? Может, никакого правильного ответа и нет? Может, сама игра в победителей и проигравших придумана, чтобы мы бежали по кругу? Нам показывают картинку успешной жизни, и мы должны ее догонять. Но если никакой успешной жизни вообще не существует? Что, если важно только одно – ты и твои собственные правила? Честно говоря, я никогда особо не доверял общепринятому сценарию. Если кто-то говорил «так нельзя», мне хотелось понять почему. Если говорили, что это белое, я проверял, не черное ли оно на самом деле. Иногда это помогало, иногда мешало, но всегда заставляло двигаться. Когда увольняешься в никуда, все пугают, новую работу не найдешь. Переезжаешь в другой город, недели не протянешь. Уезжаешь в другую страну, там ты никому не нужен. И что в итоге? Работа находится, крыша над головой тоже, жизнь продолжается. Значит, опять неправда. Тем временем сколько людей ищут смысл жизни, обряды, практики, ретриты, лишь бы найти какой-то великий ответ. Но кто вообще сказал, что этот смысл существует? Может, мы просто сами все усложняем? Ну, потому что мы люди. А что если перестать искать чужую правду и начать создавать свою? Знаете, в какой-то момент приходит простое, но неприятное осознание. Мы не знаем всех ответов. И, кажется, никогда не знали ни в 18, ни в 25, ни сейчас. С возрастом не открываются какие-то тайные истины, их просто нет. Никто не скажет тебе «да, именно этот выбор абсолютно правильный», потому что это только твоя жизнь и твой путь. Чем больше пытаешься найти универсальный рецепт, тем яснее становится. Жизнь — это не уравнение с одним решением. Каждый шаг — это проба, и никто не даст гарантии, что она будет удачной. Но, может быть, в этом и есть смысл — идти вперед без инструкции, полагаясь только на свой опыт. А стабильность, она коварная штука. Когда ты годами ходишь одной и той же дорогой на работу, все вокруг становится привычным и предсказуемым. И выйти из этой колеи становится все сложнее. Там уютно, но и душно. Я всегда считал, что полезно время от времени все менять. Окружение, работу, привычки. Это как встряхнуть систему, снова почувствовать, что ты живой. Новая работа держит тебя в тонусе, новые люди дают другой взгляд на привычные вещи, а постоянное обучение не дает пугаться перемен. Я занимался самыми непопулярными вещами все детство. Катался на скейтборде, занимался музыкой, диджеингом, слушал Slipknot, читал Стивена Кинга. В общем, довольно не русско-народное увлечение. И повлияло ли это на мое желание переехать? Ну, скорее да, чем нет. С возрастом меня все меньше связывало с Россией. И я никогда не хотел стать космонавтом или водителем, о чем часто мечтали дети моего возраста. Да я и сейчас не знаю, кем я хочу стать. Можно сказать, наверное, я жил скорее западной культурой и все больше и больше интересовался вещами, которые были популярны на Западе, а не в России. Не скажу, что я очень любил русскую литературу. Да, даже уже лет 15, а то и раньше я читал статьи, изучал материалы тоже на английском. Меня интересовал дизайн, вся информация была тоже на английском. И можно, наверное, сказать, что я жил американской жизнью, находясь физически в России. Наверное, поскольку я и увлекался, и читал, и интересовался западными фильмами, книгами и
хобби и даже спортом, бейсболом, наверное, для меня далось решение о переезде намного проще, нежели если бы я ничем не интересовался. Для меня это было как что-то неизвестное. Я знал, чем живут на Западе, я знал, чем интересуются, я знал их язык, я знал, какие виды спорта там есть, чем люди увлекаются и так далее. То есть для меня эта культура была хоть и немного, но знакома, и поэтому мне было легче принять решение о том, чтобы переехать. И культурного шока как такового не случилось. Чем ближе был день вылета, тем сильнее внутри все сжималось. Это было совсем не то легкое волнение, которое чувствуешь перед отпуском, когда максимум переживаешь о том, не забыл ли зарядку или шорты. Нет. Здесь было другое. Ты оставляешь все привычное и прыгаешь в полную неизвестность. Ты не знаешь, что ждет дальше. Нет готового плана, нет людей, которые встретят тебя в аэропорту. В голове крутятся только вопросы: а что если не получится? Вдруг я не найду работу? А если мой английский подведет? Или сыну будет тяжело в новой школе? Каждый день я просыпался с этой мыслью: а что если все рухнет? Но со временем я научился смотреть на страх иначе. Страх — это сигнал, он говорит: смотри, здесь что-то новое, это важно. Каждый раз, когда проходишь сквозь него, становишься чуть сильнее. Мозг перестает воспринимать ситуацию как угрозу, и следующий шаг дается легче. Уходит ли сам страх? Нет, но он всегда рядом. Он напоминает, что впереди опыт, не всегда приятный, но нужный. Жена в эти моменты была моей опорой. Она повторяла: мы справимся, мы же уже столько прошли, этот переезд просто еще один шаг. И ее уверенность держала меня на плаву, даже когда я сам колебался. Помню, за неделю до вылета мы стояли в пустой квартире, где все уже было продано. Эхо в стенах, ни одной вещи и мысль: обратного пути нет. Это было жутко, но в то же время вдохновляюще. Страшно ли было переезжать? Конечно, страшно, потому что тебя ждет неизвестность. Ты не знаешь, найдешь ли ты работу,
найдешь ли ты жилье, тебя некому встретить, некому обратиться за помощью, ты, по сути, ты один. Ты один, и у тебя еще плюс к тому есть семья, и нет уверенности в том, что все получится, но верить приходится в лучшее, конечно же. И как-то делаешь, двигаешься, несмотря на то, что страшно, несмотря на то, что неизвестно. И все получается. Ну, работа находится, жилье тоже, какие-то проблемы по пути, конечно, встречаются. И проблемы всегда будут, и их не избежать. И в целом, наверное, нет смысла их бояться. Надо просто быть готовым, что проблемы будут на каждом шагу. Всегда проблемы. И вопрос в том, как ты эти проблемы воспринимаешь. Конечно, если убиваться, что твою заявку на жилье не приняли, или тебе отказали на работе, и уходить в депрессию, конечно, ничего не получится. Но если пробовать снова и снова, искать, пробовать, менять подходы, то все получится. Так и при переезде. Ты не знаешь всех подводных камней, ты никогда не узнаешь, где тебя ждет та или иная проблема. Ты просто делаешь. Боишься, но делаешь. Поэтому, наверное, бояться не стоит. Как перемен, так и переезда в целом. Опять покусали. Комары тут, конечно, я не знаю, я какой-то особо вкусный. Стоит только в лес зайти, и все. И все это очень сильно потом чешется. И долго заживает. Да, комары тут тоже другие. Я бы сказал, что страх, наверное, скорее помогает, чем мешает. Я что в детстве, что сейчас занимался экстремальными видами спорта, которые всегда сопряжены с опасностью, и там постоянно присутствует страх. Но со временем ты учишься его использовать, чтобы он, наоборот, тебе помогал. И, например, в детстве я катался на скейтборде, и, конечно, там было страшно откуда-то прыгать, нас разгоняться, я не знаю, делать трюки и так далее. Мы падали, разбивались, но вставали и шли дальше. И, наверное, это помогает в каком-то смысле, когда жизнь тебя также может ударить, и ты можешь упасть, чтобы ты не лежал, а вставал и двигался дальше, и пробовал снова и снова. Наверное, как раз упорство и умение не сдаваться и не падать духом самое главное. Я понял, что страх похож на тень. Он всегда есть рядом, пока ты движешься. Но если остановиться, он накроет тебя с головой. И единственный способ справиться — идти вперед, маленькими шагами. И каждый раз, когда я делал этот шаг, я чувствовал, как внутри прибавляются силы.
Когда мы наконец получили визы и купили билеты в Нью-Йорк, все словно щелкнуло. Тревога постепенно ушла, а на ее место пришли радость и предвкушение. Вся наша жизнь уложилась в 6 чемоданов и 3 рюкзака. Все, что не влезло, мы оставили позади. И в этот момент стало по-настоящему ясно: вещи — это просто вещи. Настоящая ценность — это люди, которые рядом, и опыт, который ты носишь в себе. Мы летели через Турцию и специально сделали там остановку на ночь. Перевести дух, дать себе время выдохнуть перед новым этапом. Я до сих пор помню, как стоял у окна отеля, смотрел на пролетающий самолет и думал: вот оно, мы на полпути между прошлым и будущим. В тот момент впервые по-настоящему почувствовал, насколько серьезный шаг мы сделали. Приземляясь в Нью-Йорке, я ожидал фейерверка эмоций, какого-то ошеломляющего вау. Но вместо этого пришло спокойствие, будто все, через что мы прошли, вело нас именно сюда. Казалось, что момент был выбран идеально. Правда, город сразу решил проверить нас на прочность и подкинул приключение, которое тогда заставило нас изрядно понервничать. Но сейчас мы вспоминаем его с улыбкой. Первые месяцы были непростыми. Мы искали жилье, оформляли сына в школу, привыкали к новому ритму. Все казалось чужим и иногда утомительным, но каждый день приносил открытия. Новые лица, новые улицы, новые впечатления. И в какой-то момент я понял: переезд — это не просто смена адреса, это возможность начать заново, почистить страницу, пересмотреть все свои привычки, ценности и приоритеты. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, переезд был самым важным решением в нашей жизни. Он показал мне, что страх — это не враг, а спутник, что перемены — это не точка, а запятая, что каждый шаг в неизвестность — это шанс, даже если он пугает. Я до сих пор не знаю всех ответов. Может, и никогда не узнаю. Но я понял простое. Жизнь — это не формула, где нужно найти правильное решение. Это дорога. И каждый шаг по ней — это проба, попытка и опыт. Это видео я записывал 2 года. Сценарии, переписывание, новое оборудование. Всегда находилось что-то, что мешало довести дело до конца. Будь то неподходящее время, неподходящее место, я хотел купить что-то новое, поменять, сделать лучше. И я понял, так же как и с переездом, что идеального времени не будет никогда. Живя в эмиграции, я понял еще одну вещь. Мы тоскуем не по месту, а по воспоминаниям. Я помню, вернулся во двор, в котором рос в детстве, и вроде там было все то же самое. Песочница, в которой я играл, качели, на которых катался. Но в то же время детали отсутствовали, и что-то уже снесли, что-то перестроили. Например, не было ларьков по дороге в школу. И двор казался чужим. И я вспомнил тогда слова, что мы пытаемся вернуться в ту страну, которой уже нет. И ведь так и есть. Той страны уже нет, как и нас самих прежних тоже. И если вы мечтаете о переменах, попробуйте, сделайте шаг. Ведь однажды вы оглянетесь назад и поймете, что самое страшное было не ошибиться, самое страшное было не решиться.